Следующая наша лекция посвящена основным объектам исследования, которые используются в Data Mining. Это таблица объект-свойства и обучающая выборка, а также составляющие этих объектов – признак, объект, класс. На первой лекции мы выяснили, что объекты исследования, фактически исходные данные, в Data Mining чаще всего имеют формализованное представление в виде таблицы, в которой столбцы – это признаки объектов исследования, а строки – отдельные экземпляры этих объектов. То есть сами объекты исследования, представленные наборами значений некоторых признаков. Пример такой таблицы приведен на слайде номер 2. Отлично представленный вид таблицы позволяет нам без труда понять, что есть объект, что есть признак и что есть значение признака. Взгляните на эту таблицу. Такого рода таблицы часто называются таблицами объект-свойства, сокращенно TOS, или таблицами экспериментальных данных, сокращенно TED. На английском языке эти таблицы обозначаются как Data Table или Dataset. Как известно, наилучшим способом объяснить сложные вещи является предоставление в виде примера или показ самого примера. Поэтому для лучшего понимания покажем на примерах, что представляют собой эти таблицы. На слайде номер 3 представлен пример номер 1. Таблица объект-свойства результатов анализа крови, взятых у некоторых пациентов. Рассмотрим эту таблицу внимательнее. В ней строки – это значение результатов общего анализа крови по 5 признакам, взятых у пациентов, а это есть объекты, обозначенных в таблице ниже, как пациент 1, пациент 2 и так далее, пациент 16. Сколько строк, столько и пациентов. То есть всего у нас 16 пациентов. Обозначим их через О1, О2 и так далее, О16. Столбцы в этой таблице – это признаки СОЭ, лейкоциты, тромбоциты, гемоглобин, эритроциты. Всего 5 признаков. Обозначим их через X1, X2, X3, X4, X5. Вот взгляните на эту таблицу. Эти признаки и объекты представлены в ней. И также представлены значения. Таким образом, каждый пациент в этой таблице описывается набором конкретных значений признаков X1 и так далее, X5. И такая запись обозначается следующим образом. ОИТ равняется в угловых скобках у нас записаны X1, X2, X3, X4, X5. Например, пациент номер 5 или объект О5 описывается таким набором значений признаков. О5 смотрим 34, 17,4, 118, 46, 4,4. Можете взглянуть на таблицу, найти в ней строку для пациента 5 и увидеть, что это те же самые значения, которые мы только что озвучили. На следующем слайде номер 4 этот объект О5 для лучшего понимания специально выделен и показан в таблице. Вот он, можете еще раз внимательно его рассмотреть. Слайды номер 5, 6 и 7 касаются другого примера. Примера 2. Таблицы объект-свойства страхового агента. В этой таблице собрана следующая информация об автомобилях и их владельцах. Марка автомобиля – это объект с характеристиками или переменными x1, x2, x3, x4.
Стоимость автомобиля – это первая переменная x1. Возраст водителя – это вторая переменная x2. Стаж водителя – это третья переменная x3. Возраст автомобиля – это четвертая переменная x4. В этой таблице опять-таки каждая строка есть объект, то есть конкретный автомобиль. Заметим, что у него есть конкретный владелец, который описывается набором значений четырех переменных x1, x2, x3, x4. Например, строка 12 есть объект O12, который представлен следующим набором значений. O12, и в угловых скобках мы записываем 0,126, 51, 20, 10. То есть x1 0,126, x2 51, x3 20, x4 10. Интерпретация этого объекта или строки будет следующей. Это автомобиль Mazda, смотрим на строку 12, которая имеет следующие характеристики. Стоимость автомобиля равна 0,126 условных единиц. Возраст автомобиля равен 51 году. Стаж водителя равен 20 годам. Возраст автомобиля равен 10 годам. Получение такого рода таблиц очень трудоемкое и ответственное дело. Это сырье, основа для использования или применения алгоритмов и методов Data Mining. Без этих таблиц использование методов или алгоритмов Data Mining невозможно. Это как сырье для заводов. Без него заводы останавливаются и не могут работать. Поэтому подготовке и сбору экспериментальных данных уделяют огромное внимание. Есть даже целые отрасли, которые занимаются этим вопросом. Например, Data Science и Big Data. И это, кроме того, сам по себе есть отличный вид быстрорастущего бизнеса. Не так-то легко найти массивы подобного рода данных. Хотя для тренировочных и учебных целей существуют целые базы или репозитарии таких данных. Например, Google Dataset Search, Kaggle, KDE Nuggets, Our World in Data. Возможно, есть и другие, не такие большие, не такие знаменитые, но они присутствуют наверняка. Для чего собираются и используются таблицы объект-свойства? Как правило, таблицы объект-свойства используются при проведении кластерного анализа. Есть и другие названия. Это фактически синонимы. Таксономия, структуризация и другие. В общем случае кластерный анализ предназначен для объединения некоторых объектов в классы или кластеры. Таким образом, чтобы в один класс или кластер попадали максимально схожие, а объекты различных классов максимально отличались друг от друга. Количественный показатель сходства рассчитывается заданным способом на основании данных, характеризующих объекты. Например, в случае с таблицей объект-свойства страхового агента с информацией об автомобилях и их владельцах, целью является разбиение множества автомобилей и их владельцев на классы или кластеры, каждый из которых соответствует определенной группе риска. Эти кластеры показаны на слайде номер 8 на рисунке слева. Мы видим, что у нас выделилось 5 кластеров, обозначенных разными цветами, и становится понятным, что делать с ними. Объекты ТОС, попавшие в одну группу, характеризуются одинаковой вероятностью наступления страхового случая, которая впоследствии оценивается страховщиком. Тем самым облегчается задача страховщика при оценке группы риска владельца автомобиля. В этом случае использование кластерного анализа для решения данной задачи наиболее эффективно. О кластерном анализе как одном из основных инструментов Data Mining
мы будем говорить в следующей лекции. Говоря о дейта-майнинге, нужно обязательно упомянуть такой процесс, как верификация объектов. Этот процесс происходит тогда, когда мы хотим углубить наше познание об исследуемых объектах. Например, выяснить, как по показателям, полученных при проведении общего анализа крови, у пациентов с различными заболеваниями определять эти самые заболевания. В этом случае таблицы типа ТОС нужно подвергнуть дополнительному исследованию со стороны экспертов, в данном случае врачей. Необходимо, чтобы они указали, какие объекты, то есть наблюдения или строки, относятся к тому или иному заболеванию. Такой процесс носит название верификации данных, и он, как правило, производится опытным и знающим специалистом. Пока что верификация данных – это прерогатива человека. Это очень важно понимать. Перейдем теперь к такому понятию, как обучающая выборка, сокращенно ОВ. При внесении экспертами нового верифицированного знания в таблицы ТОС делает их более ценными, так как теперь мы можем находить те самые скрытые, неочевидные закономерности, о которых мы говорили ранее. Если говорить о медицине, то верификация таблицы объект-свойства означает, что каждую строку этой таблицы мы дополнительно снабдили меткой, означающей ту или иную болезнь. Такие таблицы носят название обучающих выборок, или сокращенно ОВ. В английском языке они носят названия Training Sample, Learning Sample, Training Set. Понятно теперь, что это очень ответственная и непростая операция. Это также означает, что в этом случае мы можем, используя инструментарий Data Mining, научиться предсказывать заболевания по значениям признаков у нового пациента. Понятно также, что эти заболевания принадлежат тому же множеству заболеваний, которые использовались при расстановке меток в таблице объект-свойств. Пример обучающей выборки приведен ниже. У нас появился новый столбец под названием заболевания. Он носит название, здесь сбоку указано, что это указатель кластеров или классов, функция, предиктор, метка и так далее. Но сами заболевания вот здесь указаны: гемохроматоз, вирусный гепатит, аутоиммунный гепатит и так далее. Цель обработки обучающей выборки – получить с помощью методов или алгоритмов Data Mining скрытые закономерности, которые можно использовать в дальнейшем. Найденные закономерности могут быть представлены в различном виде: в виде графов, в виде уравнения, в виде решающего правила и так далее.